Мне всегда очень хотелось встретиться под водой с морской черепахой, потому что, на мой взгляд, это очень интересное и забавное создание. Однако сколько раз я бывал на разных морях, но черепаху так и не встретил. И вот как-то раз посчастливилось мне оказаться на берегу Красного моря, в курортном месте под названием Марса-Алам. Неподалеку от его берегов находится риф под названием Эгла, известный тем, что на нем на глубине примерно 10-12 метров есть обширные, поросшие морской травой песчаные поля, на которых время от времени пасутся огромные морские млекопитающие дюгони и травоядные морские черепахи. И вот прекрасным ранним утром надувная резиновая лодка с мотором понесла меня, моего гида-египтянина и ее капитана к этому рифу. Прибыв на место, мы с гидом надели снаряжение и кувыркнулись с бортов лодки в воду. Поначалу подводный пейзаж выглядел вполне обычно для Красного моря. Отвесная стена рифа, большое количество кораллов и мириады живущих в них мелких рифовых рыбок. Однако по мере нашего продвижения окружающая обстановка менялась. На небольших коралловых островках мы увидели сразу несколько больших актиний, в щупальцах которых прятались шустрые и немного нервные рыбки-клоуны. Также встретилось нам несколько растопыренных ядовитых крылаток, большой задумчивый иглобрюх, две неизвестных мне рыбины, жадно обгрызающие отколотый кусок коралла, и еще много самых разнообразных морских обитателей. Продвинувшись еще чуть дальше, мы оказались на тех самых песчаных полях с морской травой. Первую черепаху мы увидели издалека. Она лежала на дне, но, заметив наше приближение, поднялась и поплыла в противоположную от нас сторону, меланхолично взмахивая своими немного заостренными на концах широкими передними ластами. Толком разглядеть ее мне не удалось. Вторая черепаха подпустила нас на близкое расстояние, но тоже оторвалась от дна и отправилась на поверхность. И только третья черепаха не обратила на меня никакого внимания. Она отрешенно вырывала из морского дна небольшие пучки травы, выплевывала песок и с верблюжьей сосредоточенностью жевала. Теперь мне удалось хорошо рассмотреть ее. Вблизи черепаха была похожа на большую новую, очень качественно выполненную пластмассовую игрушку. Формы ее тела красноречиво говорили о том, что предназначено оно для жизни в водной стихии. А
Округлый, выпуклый, немного заостренный сзади, похожий на огромную семечку подсолнечника панцирь с волнистой каемкой по бокам, состоял из симметрично расположенных пластин, на каждой из которых был свой оригинальный рисунок. Обтекаемой формы маленькую голову на гибкой шее украшали черные, овальной формы глаза и закругленный клюв. Ее ласта и голова были красиво расчерчены тонкими светлыми полосами в мелкую ячейку. Черепаха была поистине прекрасна, и я невольно загляделся на ее самоуглубленную трапезу. Решив по возможности не беспокоить ее, я сделал несколько снимков и поплыл дальше. Обещанного Дюгоня мы так и не увидели, но меня это нисколько не расстроило, потому что переполняли впечатления от встречи с морской черепахой.